Друзья, всем привет! Сегодня мы будем отслеживать кошельки каких-либо китов, инсайдеров, или фондов, или просто хороших трейдеров. Будем смотреть, как они торгуют, что покупают на DEX-площадках, на DEX-биржах. Сразу скажу, что если вы торгуете на DEX-биржах, здесь очень много скама, много щиткоинов, и здесь очень волатильные монеты. То есть, как вы видите, тут и по 900%, и по 600% они спокойно растут. И здесь каждый день можно увидеть такие монеты. Поэтому, если будете здесь торговать, торгуйте аккуратно, анализируйте каждый проект. Потому что здесь как можно хорошо заработать, так можно хорошо и потерять, да, конкретно все деньги, которые вы вкладываете в это. Поэтому давайте приступим, расскажу, что здесь можно и как. Значит, сайт у нас DEX Tools. Здесь мы заходим в Top Gainers, которые больше всего выросли, и смотрим на их критерии. Значит, у нас объемы, трейды, ликвидность, Total Market Cap и сколько монеты существует. И еще можем смотреть на скор, который отображает доверие к монете. Вот, значит, это основные параметры, на которые нам нужно напрягаться при выборе. Значит, смотрим на монету, которая более-менее существует. Ну, это как сигналы, которые нам говорят плюсы и минусы монеты. В принципе, можно взять, которая 18 часов, но это будет как такой минусик, да, то есть рискованно. Но видим, что да, то есть все остальное у нее хорошо. То есть торговля сегодня вот на 9 миллионов, и трейды идут, и ликвидность хорошая, и еще деньги в рынке есть. Поэтому, в принципе, так уже можно было бы посмотреть, выбрать. Нужно анализировать будет обязательно график, смотреть трейды. Ну вот, например, видим, что она сегодня только появилась, торговля идет, и мы можем попробовать посмотреть какие-либо покупки вот в данной области, то есть 7 октября в 3 часа утра. Не расширим список. Не хватает нам отображения. Здесь 1500 трейдов отображено, и нам не хватает, чтобы досмотреть до этого промежутка. Поэтому давайте посмотрим следующую монету. Будем анализировать по очереди и какую-нибудь выберем. Например, эту не будем брать. Давайте возьмем вот эту холд, она хотя бы 11 дней существует. Чем больше она существует, тем лучше. Видим, что торговля шла, покупки-продажи были, все было, и здесь пошел рост. Вот, мы можем посмотреть на данных этапах, где там кто покупал, и посмотреть. Так. Нас интересуют даты 5 числа. Так, а у нас здесь хватит-то? Хватит. Ну вот, примерно здесь можно и смотреть. Нас интересуют крупные покупки, где люди прямо были уверены. Так, ну вот, например, человек купил здесь, продал здесь. Как вариант, который мы можем посмотреть. Так, здесь у нас 3 покупки. Ой, очень хорошие покупки. И, по-моему, до сих пор держит, если не ошибаюсь. А давайте его кошелек и посмотрим. Значит, нажимаем на кнопочку просто здесь на кошелек. Также здесь очень важно, что мы можем посмотреть покупки и продажи. Также забыл сказать, что важно обращать внимание на медийность проекта. То есть их сайт, Twitter. Давайте зайдем, глянем, Telegram и так далее. То есть если проект ведет соцсети, значит это как плюсик. Если не ведет, то значит как-то они не занимаются проектом. Дальше ликвидность смотрим. Здесь у нас пишут, что нет никаких локов. То есть разработчик монеты может продать свою часть монет в любое время. Это как минусик. Здесь смотрим, это мы уже выбирали. Счет хороший. Смотрите, чтобы было хотя бы выше 60. Здесь обращаем внимание обязательно вот эти все параметры. Buy и sell tax это не обязательно. Это уже как захотите. Это как комиссия разработчика, я так понимаю, при покупке и продаже монеты. Здесь у нас верификация контракта. И здесь Honeypot — это имеет ли разработчик возможность вывести всю ликвидность из смарт-контракта. Так, ну вот сайтик мы можем глянуть, да, тут что-то происходит.
И важно обращать на такие моменты внимание. Дальше. Переходим на адрес, который мы отобрали. И переходим уже на следующий наш сервис. Называется он Zerion.io. Вставляем здесь кошелек наш, который хотим смотреть. Здесь мы можем посмотреть на историю его торговли, на историю кошелька. Здесь все его активы, которые содержатся. Здесь иногда не особо корректно, но это об этом позже. Также здесь история ордеров, покупок, продаж, переводов и так далее. Допустим, нас интересуют покупки. И здесь можем посмотреть все покупки. Наша монета называется Hold. Так, давайте посмотрим, где здесь что было. А когда это у нас вообще было? Это у нас было 5 октября. 5 октября это вот здесь. Ага. Да, вот это наша монета. Вот, можем посмотреть, насколько он покупал. И по каким ценам. 52, 76, 95. Ой-ой-ой. Вот. Я уже показывал это. Давайте еще раз отобразим. Вот его покупки. Также тут видна доходность его. То есть за эти ордера у него сейчас доходность 34 тысячи. Вот. И поэтому у него, значит, есть... Либо он знает, когда покупать, либо у него какой-то был сигнальчик. В общем, у него была информация, что нужно покупать. Поэтому это как один из кошельков, который мы можем отслеживать и смотреть и анализировать его покупки и продажи. Этот кошелек, адрес я его оставлю в своем телеграм-канале. Также, возможно, в будущем буду скидывать какие-то еще монеты интересные или кошельки. Так, тут можно посмотреть по другим другие его операции, трейды и так далее. Перейдем на следующий наш сервис. Это у нас Dbank. Здесь мы также вставляем адрес и можем посмотреть его также активы. Вот, значит, он держит вот этот наш токен Hold на 26 800 и какие-то еще монетки. Тут также мы можем посмотреть транзакции. А еще интересный факт, заметил, что некоторые монеты, например, на этом сайте не отображаются их стоимость, а здесь как раз-таки они на Dbank отображаются. Поэтому иногда удобно посмотреть и тут тоже. Вот здесь также можно видеть все переводы, покупки, продажи, трансферы и так далее. Так, в принципе, по этому сайту все. Еще есть полезный сайт Arkham Computer. Здесь мы можем вписать адрес и посмотреть, с какими кошельками он связан, какие у него также транзакции были. В принципе, как и на прошлых, только здесь нас интересует визуализация этого кошелька. То есть кошельки, с которыми он был связан. То есть иногда бывают такие кошельки, которые создаются специально на, например, один день или на одну монету. И, например, владелец основного кошелька переводит на такой однодневный кошелек деньги, чтобы совершить трейды, заработать и вернуть свои деньги на основной кошелек. Это делается для того, чтобы, возможно, некоторые, там фонды или инсайдеры понимают, что за ними могут следить, и просто создают специально для этого такие вот однодневные кошельки. По данному сервису мы можем найти основной их кошелек. Вот здесь мы видим какие-то левые кошельки. Вот, но здесь, в принципе, у нас, я бы не сказал, что это однодневный кошелек. Мы видим, человек торгует. Вот, поэтому его можно спокойно и так отслеживать. Также здесь на Arkham Computer можно настроить уведомления. Вкладочка Alerts. Создание алерта. Здесь, в принципе, все понятно. Единственное, что посоветую, ставить от $10 здесь, чтобы вам не приходили какие-то левые уведомления о там комиссиях разных и так далее. Приходили только нужные уведомления. Также здесь есть интересные всякие кнопочки, но касательно этого ролика нас они не будут интересовать. Можете сами посмотреть, зайти. Я ссылки оставлю все в описании к ролику. Если что, смотрите. Так, в принципе, основное все рассказал. Еще что хотел бы сказать. Так как канал у нас по больше программированию, наверное, и торговым алгоритмам, то я уже как бы думаю, как автоматизировать весь этот процесс.
Вот. Также на DexTools у нас есть API, но оно пока в очень таком сыром виде, тут всего 4 запроса. Вот. И полноценно работать с данным сервисом через API не получается пока что, поэтому я ищу какие-то сервисы, где я смогу находить топ монет по росту, например, и дальше уже смотреть трейды через, как в прошлом ролике, через BSC Scan или EtherScan. Вот, пока мне нужно находить просто топ монет по росту. Если вы знаете какой-то хороший сервис, какой-то аналогичный для этого, то обязательно пишите в комментариях, я их читаю, поэтому вы очень поможете в создании такой программки. В принципе, все. В Телеграме буду, думаю, в будущем публиковать какие-то адреса, монеты, которые можно рассмотреть и, возможно, купить. Переходите, все ссылочки в Телеграме. Всем спасибо. Друзья, также помните, что вы можете заказать у меня любую программу, написав мне в Телеграме. Также подписывайтесь на мой Телеграм-канал, там я публикую все новости о своих проектах, о канале, и также иногда публикую голосование. Друзья, всем привет! Сейчас будет важная информация. Я набираю людей для индивидуального обучения, для написания торговых алгоритмов с нуля. Будет обучение сначала торговли и основам рынка. Это будет проводить мой хороший знакомый Сергей из канала Криптомафия. Остальную часть обучения буду проводить лично я. Набираю максимум 10 человек. Также лучшему участнику предложу присоединиться к моей команде разработчиков. Больше деталей в моем телеграм-канале.